Добрый день, бойцы! Сегодня мы разберем такую базовую вещь, как стрельба. Это очень важный аспект вашей игры, поэтому сегодня давайте постараемся изучить все возможности его улучшения. Поехали! Начнем с самого основного. Это ваша сенса. Она бывает быстрая и медленная. У одной и у другой есть свои плюсы и минусы. Быстрая сенса — это всегда скорость. Вы можете быстро навестись в любую позицию на карте. Но при быстрой сенсе точечная наводка хромает. Вы легко наводитесь именно в область, а не в конкретную позицию, поэтому наводиться в голову противника станет гораздо сложнее. Маленькая же сенса, в свою очередь, позволяет точечно навестись в нужную вам позицию легче. Еще одним несомненным плюсом является то, что с низкой сенсой легче контролировать свою отдачу при стрельбе. А чтобы еще упростить себе такую задачу, можно включить гироскоп. Видео о его применении уже есть на нашем канале. Вернемся к сенсе. Минусом маленькой чувствительности является невозможность быстрого поворота экрана, поэтому работать пальцами вам придется очень быстро, чтобы уследить за своим оппонентом. Но если вам не подходит ни то ни другое, то всегда можно найти свою чувствительность. Настроить ее в реальном матче может быть проблематично, в силу того, что везде находятся противники, и тренировать переводку может быть затруднительно. Гораздо лучше будет найти свою чувствительность в полигоне. В нем есть удобная функция, позволяющая менять чувствительность в реальном времени, не заходя при этом в меню настроек. Выбирайте примерную сенсу и тренируйтесь в стрельбе до тех пор, пока не почувствуете, что повороты экрана стали для вас комфортными. Перед тем, как перейти к следующей теме видеоролика, мы бы хотели развеять один миф. Некоторые игроки считают, что если поставить чувствительность другого игрока, чаще всего это киберспортсмены в Standoff 2, то играть вы будете примерно так же. Но в этом случае те, кто так поступают, допускают большую ошибку. Во-первых, эта сенса сделана под другого человека, а значит в первую очередь удобно именно ему, и не факт, что вам тоже будет удобно. Во-вторых, физические данные организма тоже отличаются. У всех по-разному развита мышечная память, скорость реакции и длина пальцев тоже разная. В-третьих, различия девайсов и диагонали устройств. Все играют на разных устройствах, и если на одном, допустим, большом телефоне сенса чувствуется хорошо, то на телефоне поменьше все будет иначе. Именно поэтому мы рекомендуем вам создавать вашу универсальную сенсу под ваши задачи и ваше устройство. Раз уж мы говорим про игровые настройки, то справедливо будет отметить и вашу кастомизацию. Играть в игру можно в 2, в 3, в 4 или даже в 5 пальцев. В основном все играют в 4. Это более-менее универсальная расстановка. На телефоне кнопки рекомендуем сделать побольше и оставить самое важное. Например, кнопку стрельбы, прицела, приседания и прыжка. А второстепенные по типу кнопки граффити сделать поменьше. Все же вы ими не так часто пользуетесь. Теперь можем поговорить про навыки передвижения и позиционирования вашего прицела. Давайте сразу усвоим с вами одну вещь. Стрельба и движение — это две несовместимые вещи. Движение в любом виде. Даже если вы сначала начнете стрелять, а потом остановитесь, первые пули все равно полетят не по направлению вашего прицела. Именно поэтому нужно сначала остановиться, потом присесть и начать стрельбу. И сделать все это нужно практически моментально, чтобы не давать время противнику выстрелить в вас первым. Просто запомните, что джойстик передвижения перед началом стрельбы нужно отпускать. Вы должны быть неподвижны для максимальной точности. А теперь позиционирование вашего прицела. Начнем за сторону террористов. Не стоит наводиться префайром через стены на оппонентов, потому что вы можете не угадать, где он. И тогда получится так, что провели прицелом вы дальше, чем нужно. Вестись прицелом нужно строго по углу стенки, чтобы всегда быть готовым к противнику. Мы не говорим, что делать так нужно всегда. Определенно есть позиции, на которые лучше выходить префайром, но если оппонент займет немного другой угол, то проблем не избежать. Эти методы позиционирования хорошо работают, если вы атакуете плент. А теперь давайте поговорим про ситуации, когда вам нужно обороняться. Уровень головы. Это тот самый ориентир, на котором вы всегда должны держать ваш прицел, играя за атаку и преимущественно за защиту. Но бывают ситуации, когда можно пострелять в тело.
Например, если у вас есть информация, что у противников мало хп, то тут, дабы случайно не промахнуться, лучше спокойно убить в тело. И наоборот, когда у вас мало хп, противник руководствуется точно такой же логикой, поэтому в перестрелке у вас не будет времени, и лучше всего будет убить его точным хедшотом в голову. Теперь, когда мы настроили ваш девайс и поняли принципы перестрелки, можем поговорить о настоящей тренировке АИМа. В голову сразу бросается полигон. На самом деле полигон может быть полезен для перевода. Например, перевода спрея. Ничего сложного в этом упражнении нет. Стреляете в одного и как только убили, резко переводитесь на другого бота. В игре таких ситуаций будет возникать не так много, но поверьте, если вы это отточите, то это поможет не только давать -2 одним спреем, но и будет вас спасать. А вообще, полигон нужен больше для разминки. Комплексно тренировать там свою стрельбу это вряд ли. Но если вам нужно просто почувствовать свою сенсу, разогреться перед матчем, то полигон в этом поможет. Но не переусердствуйте. 15 минут будет вполне достаточно. Дальше можно идти в командный бой. Лучший режим для тренировки стрельбы. Невозможно натренировать стрельбу не стреляя, а командный бой подходит для этого лучше всех. Небольшие карты, на которых постоянно происходят стычки. Чтобы усилить эффект от тренировки, советуем поставить себе некую цель. Допустим, убивать всех только в голову вантапом или стрелять только из пистолета, тренируя именно его. Вариантов для тренировки может быть множество. В этом режиме проигроки проводят больше всего времени, и практика показывает, что он самый эффективный. Но с возможностью создания кастомных серверов можно создавать условный командный бой на любой карте из маппула. Такие сервера часто создают сами игроки в открытом доступе, и их мы тоже рекомендуем играть. Они позволяют тренировать не только стрельбу, но и понимать, как устроена геометрия карты, и изучать позиции с точки зрения перестрелки, понимать, какая позиция более выгодная, а какую наоборот лучше вообще не занимать. Это и есть комплексная тренировка. На таком сервере отрабатывается все и сразу, поэтому рекомендуем играть их как можно больше. Если вы не знаете, какие настройки нужно выставлять, а поиграть хочется, то вот вам приблизительная настройка кастомного лобби. Но не забудьте прихватить с собой друзей. Не забывайте одну вещь, дорогие друзья. Никто не может сделать вас лучше, чем вы сами. Но наша задача в том, чтобы дать вам нужную информацию о игре и стимулировать к победам. Удачи в матчах!